на шаг неторопливый. Берегите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Ветреная младость, перед которой жизнь и даль лежит светла, необозримо. И вот эта жизнь и даль скукоживается. И чем старше мы, тем быстрее мчится время. Чем дольше живем мы, тем годы короче. Как притормозить? Многие ищут как. Есть американский миллионер Брайан Джонсон. И он нашел как. В 30 лет он продал свою компанию за $700 миллионов. Брайан решил попробовать приостановить старение. Он купил дом за $5 800 000. Собрал команду из 30 врачей. Они сделали из дома оздоровительный центр. Для одного человека? Да, для одного, Брайана Джонсона. Начали эксперимент, который обходится в $2 миллиона в год, под названием Blueprint. Врачи и исследователи анализируют, как 78 органов Брайана реагируют на изменения в его диете, сне и движении. Сон, диета, физическая активность – все регулируется результатами медицинских тестов. Blueprint управляет моим телом для меня, и он делает это лучше, чем я, говорит Брайан. Ну, это не совсем точно. Брайан говорил, что передал управление собой своему телу. Да, его тело через Blueprint управляет Брайаном. 78 органов Брайана образуют как бы совет директоров. Причем мозг не генеральный директор, а один из его членов. Blueprint получает данные от органов. Они обрабатываются, анализируются. И Брайану выдаются рекомендации. А у нас? У нас есть тело, главный компонент Blueprint. Глаза, уши, язык, кожа и всевозможные датчики, биорецепторы, сенсорные рецепторы, акселерометр и множество других. Мозг непрерывно получает информацию от этих сенсоров через провода нервы. Нам нужно только быть внимательнее к своему телу, слушать сигналы. Ну и вернемся к Брайану. Каждый день Брайан глотает около 100 таблеток. Тренируется 1 час. Съедает пищу на 1977 калорий. И проходит множество измерений. 2 года руководства Blueprint, и вот результаты. Биологический возраст уменьшился на 5 лет. Сердце 37-летнего, кожа 28-летнего, а объем легких и физическая форма 18-летнего. Можем ли мы у Брайана что-то позаимствовать? Да, конечно. Вся информация по проекту есть в открытом доступе. На странице Blueprint. Когда Брайана спросили, что из его протокола, по его мнению, дало наибольший положительный эффект, он сказал «сон». В его протоколе могут быть какие-то небольшие вариации, но сон – никаких вариаций, никогда. Спальня только для сна. Светонепроницаемые занавеси, 2 воздухоочистителя. Температура одеяла и матраса регулируется в зависимости от температуры тела. У него пропитанные медью подушки. Да.
Брайан принимает мелатонин. Засыпает за 4 минуты. Ложится в 8-9 вечера. Встает в 5 утра. 2 часа до сна Брайан проводит в очках, блокирующих синий свет. Они помогают снять напряжение глаз. Также он использует пульсетто. Это устройство для снятия стресса и улучшения сна. Еще используется Sensate. Это небольшое устройство, которое помогает расслабиться и привести в спокойное состояние нервную систему. Он пользуется прибором измерения качества сна – кольцо. Вместо кольца можно использовать смарт-вотч. Брайан говорит, что благодаря отличному сну его работоспособность возросла в разы. Сознание никогда не было таким ясным. Брайан использует устройство Парасим для HRV – вариабельность сердечного ритма терапии. ВСР – это важный биомаркер, показывающий состояние нервной системы. С возрастом его значение понижается. Когда Брайан начал терапию, этот показатель у него был чуть больше 30, а сейчас почти удвоился до 60. Он использует прибор утром и вечером по 30 минут. Когда Джонсон просыпается, он взвешивается на умных весах, которые измеряют вес, индекс массы тела, уровень гидратации, количество жира в организме. Затем он включает лампу для светотерапии, которая имитирует пребывание на солнце на 2-3 минуты, чтобы восстановить свой циркадный ритм. Он измеряет температуру внутреннего уха и начинает с 2 таблеток ферритина, чтобы повысить уровень железа, а также с небольшим количеством витамина С. Он умывается, наносит крем для предотвращения морщин и надевает легкую маску на 5 минут с красным и синим светом, предназначенную для стимуляции роста коллагена и борьбы с пятнами. Устройство для терапии инфракрасным и красным светом Брайан использует 3 раза в неделю. Джонсон готовит зеленого гиганта, а затем начинает принимать новые таблетки между глотками темно-зеленой жижи. Пару слов о добавках. Джонсон считает добавки одной из основных жизненных потребностей, наряду с едой, сном и физическими упражнениями. Он говорит, что глотает в день 110 таблеток. Утром около 60, днем и вечером остальные. Утренние и дневные в большей части повторяются, так что наименований будет меньше. Некоторые нужны ему, потому что 2000 калорий не обеспечивают его всем необходимым количеством питательных веществ и витаминов, а также потому, что он вегетарианец. Также у него есть давняя проблема со щитовидной железой, и он принимает дополнительные лекарства. Нельзя сказать, что попытка попробовать ничего вам не будет стоить. Нужно будет сделать анализ крови, чтобы определить, какие биологические добавки и витамины вам нужны. Определить дозировку, следить за реакцией организма. Поначалу хотя бы раз в 3 месяца сдавать кровь и анализировать показатели. Расшифровку показателей и анализа крови с нормами можно найти в интернете. Брайан глотает в день около 60-70 разных пилюль, но они и их действия уже прошли контроль и подбирались постепенно. Обязательно нужно ознакомиться с возможными побочными эффектами. Все люди разные, и реакция может быть разной. Необходима осторожность и внимательность. Вот, например, всем знакомый солнечный витамин D. Его передозировка опасна. Арапамицин, многообещающий препарат в борьбе со старением, является иммунодепрессантом. И если у вас слабенький иммунитет или есть какая-то спящая или дремлющая инфекция, она может проснуться. Герпес, например. Я видела результаты одного исследования арапамицина на людях. У 38% были высыпания на губах. Для начала лучше купить или заказать минимальное количество, пробный набор.
Нужно набраться терпения, проверить добавки, лучше по одной. И когда убедитесь, что нет отрицательных реакций в виде аллергии, поноса, тошноты, то можно заказать автоматическую доставку. И дальний путь на долгие года. В таблице приведены добавки, которые принимает Брайан утром, днем, вечером и раз в неделю по субботам. Добавки распределены в контейнерах. 4 ряда. Утренние, дневные, вечерние и дополнительные, которые он принимает раз в неделю. Затем он направляется в свой домашний спортзал. Физические упражнения Брайана направлены на замедление старения и поддержание оптимального здоровья. Общее время тренировок в неделю составляет 4,5 часа. 45-60 минут в день, без перерывов. Интенсивность такова, чтобы число ударов сердца было между 140 и 150 ударов в минуту. И за 45-60 минут он достигает большего эффекта, чем многие люди за 5-6 часов. По выходным он играет в баскетбол и теннис. И бегает по горной местности около 30 минут. После тренировки Джонсон ест пюре из приготовленных на пару овощей и чечевицы. Брайан веган. Однако, если вы не желаете быть веганом или вегетарианцем, протокол Blueprint вполне позволяет вам такую вольность. Суть в составе необходимых веществ для оптимальной работы организма. У Брайана 3 приема пищи в день. Супервегетарианский, ореховый пудинг, а также 3-й прием пищи, состоящий из овощей, орехов, семян и ягод. Подъем в 5. После утренних процедур около 6 часов он выпивает 1 столовую ложку оливкового масла на пустой желудок. Затем добавки, которые запивает зеленым гигантом. И отправляется в тренажерный зал. После тренировки супер овощи. После различных процедур ореховый пудинг. И за 8 часов до сна, примерно в 12:30, последний прием пищи. На выбор из 10 блюд. Все данные о рецептах и приготовлении блюд есть на сайте Blueprint. Брайан говорит: пища, которую я ем, кажется мне вкусной. Один из самых волнующих моментов моего дня. Оба моих мальчика-подростка, мать, отец и брат, ежедневно едят одну и ту же пищу, и они тоже ее любят. Брайан говорит, что еду следует тщательно пережевывать. Это занимает много времени, поэтому зачастую используется блендер. Большое внимание Брайан уделяет уходу за зубами и деснами. Вначале он использует скребок для языка, затем водный ирригатор для промывания зубов. Чистит зубы электрической зубной щеткой с пастой, капает 2 капли масла чайного дерева. Также используется гель-коэнзим Q10 для омоложения полости рта и защиты от инфекций. Эта процедура проводится утром и вечером. Уход за кожей начинается утром с умывания лица с помощью средства, содержащего салициловую кислоту. Затем активный лосьон с витаминами. Далее наносится увлажняющий крем. Сыворотка на основе феруловой кислоты, которая омолаживает кожу. Затем защитный крем от ультрафиолета. И витамин А для наружного применения. Перед сном ночной лосьон. Для здоровья волос
и их восстановления Брайан использует оптимальные по составу препараты в виде продукции ГР-7. Чтобы удвоить эффективность, используется продукция Майраки. Брайан надевает на 6 минут в день особую кепку-шлем Капилус со светодиодами, чтобы остановить дальнейшее выпадение волос и восстановить волосяной покров головы. Брайан использует показанные средства, которые подобраны для него специалистами. Вы можете выбирать для себя именно те, которые подходят вам. А с чего начать? Что он советует? Во-первых, привычки, разрушающие здоровье и личность. Алкоголь, наркотики, никотин. Избавиться от них очень непросто. Что заставляет человека гнаться за этим приятным чувством, кратким ощущением счастья? В большинстве случаев болезнь называется синдром неудовлетворенности. С ней рождаются. Яков Маршак говорит, уже нашли 10 генов, которые участвуют в регуляции настроения. И если есть отклонения, известно, как их отрегулировать. Есть тесты, определяющие эти гены. Есть еще поведенческие зависимости. Игромания, интернет, социальные сети, секс, работа, шопинг и так далее. У Бернарда Шоу в одной из пьес Цезарю сообщают, что горит Александрийская библиотека. Пускай горит. Пусть египтяне живут. Они отрешаются от жизни, зарывшись в книги. А сейчас мы зарываемся в телефон. Но интернет – это величайшее чудо. Находишь мгновенно ответ на любой запрос. Застываем на часы, а долгая неподвижность вредна. Будильник. Делать перерывы и потанцевать, поприседать, поотжиматься. Может обратиться к разработчикам игр и создателям сериалов, чтобы они делали танцевальные перерывы? Включали такую музыку, которая выдернет вас из кресла. Нужно определить, кто и что вам мешает быть здоровым и веселым. Это могут быть какие-то обстоятельства, могут быть гены, рана на душе. Изменить обстоятельства можно. Поменять нелюбимую работу. Кто-то сказал, что если заняться любимым делом, вы не будете работать ни одного дня. Кстати, в Древней Греции сенаторы не получали никакого вознаграждения. Это была честь и особое доверие. В «Горе от ума» Чацкий 200 лет назад спрашивает: «Где укажите нам, отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты, великолепные соорудя палаты? Что изменилось?» А что, если в наше время платить народным избранникам минимальную зарплату? Избиратели могут поощрять их донатами, причем анонимно, чтобы исключить подкуп. Тогда, может быть, народные избранники будут беспокоиться не о личном, а об общем благе. Что еще нам мешает быть счастливыми? Сложности в отношениях. Отношения зашли в тупик, можно уйти. Будет совсем плохо, можно ведь и вернуться. Нет, не стоит жить прошлым. Сделали выводы и идем только вперед, не оглядываясь. А что же делать, когда на сердце тяжесть, депрессия? Искать помощь у медиков, психиатров. Просить помощи у Бога, в конце концов. Отвлечься,
Теперь с интернетом можно найти массу способов, те же соцсети, комедийные или просто хорошие фильмы, музыка, аудиокниги. Брайан считает, что он, да и мы все, состоим из нескольких версий. Некоторые вредят здоровью. Ой, ты знаешь, я вспомнила одну притчу. Старый Чероки рассказал внуку о битве, которая идет внутри людей. Он сказал: «Сын мой, битва идет между двумя волками внутри нас всех. Один злой – это гнев, зависть, ревность, жадность, высокомерие, ложь, ложная гордость, превосходство и эго. Другой – добрый. Это радость, мир, любовь, надежда, доброта, сочувствие, великодушие, истина, сострадание и вера». Внук спросил: «Кто из волков победит?» «Тот, которого ты кормишь». Но вернемся к Брайану. Брайан определил, что его главный вредитель – вечерний Брайан. Он вечером заедал стресс и заставлял Брайана объедаться. Вечерний Брайан был исключен из совета директоров. Брайан лишил его права голоса. Он укладывался спать голодный, но спал намного лучше. Брайан ест меньше, чем 2000 калорий в день. Говорит, что всегда голодный. Он не выглядит худым. Благодаря мышечной массе. Но женщинам с определенного возраста нужно выбирать между лицом и фигурой. И потом быть вечно голодной. Года 3 назад я попробовала кето-диету. Никогда не была полной, но выдающийся живот и талия на предельной отметке. И вот за 2 месяца сбросила 5 килограммов. И талия уменьшилась на 8 сантиметров. Ты знаешь Дэвида Синклера? Еще один борец со старением? Да. Тогда я принимала добавки, рекомендуемые Дэвидом Синклером. Их всего 4. Ресвератрол, НМН, кварцетин и метформин. И вот через 6 месяцев сдаю кровь на биомаркеры. По ним определяют, что мой биологический возраст меньше хронологического на 6,5 лет. Еду в гости к дочери, хвастаюсь своими достижениями. Но когда зять, глядя мне в лицо, задумчиво изрекает: «Так же можно и до Кощея дойти», резко разворачиваю оглобли. Вернула 5 килограммов обратно быстро. Но талия не вернулась на исходные позиции, прибавилось только 4 сантиметра. И еще от периода кето-диет осталось много полезного. Теперь я избегаю углеводы, выработалась привычка каждое утро взвешиваться и измерять объем талии. Еще неожиданный побочный эффект. У меня всю жизнь был не то чтобы насморк, а бесконечные бесцветные выделения из носа. Я была неразлучна с носовым платком. Ночью просыпалась 3-4 раза прочистить горло, куда стекала слизь. Теперь никаких носовых платков. Видимо, эти углеводы стимулируют образование избыточной слизи. Да, потом пришел коронавирус, и по стечению обстоятельств и скрещению событий было не до диет. Через 2 года опять сдаю кровь на биомаркеры. Результат – биологический возраст равен хронологическому.
То есть постарела на 6,5 лет. Я думаю, лучше всех диет следовать правилу. Есть меньше, двигаться больше. Да, это точно. А помнишь Хасана из Али-Бабы, которого обскочили весь белый свет, никого умнее нет? Думаю, 100% диетологов согласятся с ним, что Ужин к черту! Ужин вам не нужен! нужно написать большими буквами и повесить на кухне на самом видном месте. Да, хорошая идея. В доме у Брайана есть очень хорошо оборудованный тренажерный зал, который он называет My Happy Place. Каждое утро, 7 дней в неделю, 1 час упражнений. Прорабатывает каждую группу мышц. А я думаю, часть его упражнений или аналогов можно делать дома. Вот он тянет назад нагруженные сани. Если просто ходить задом наперед, тоже будет хороший эффект. Можно ходить в длинных коридорах, на платформе, по улице, где мало людей. Нужно только время от времени оглядываться, чтобы не столкнуться с кем-то, погруженным в телефон. А я уже где-то лет 20 большинство упражнений утренней зарядки делаю в постели. Одним упражнением хочу поделиться. Оно из книги Индры Деви. А кто она? Урожденная Евгения Петерсон, которую называли первой леди йоги. Она не дожила 3 недели до 103 лет. Родилась в самом конце XIX века, 1899, и умерла в начале 21-го, 2002. Вот упражнение. Лежите на спине, ноги вместе. Начните медленно вытягивать правую пятку как можете далеко. Считайте до 60. Затем верните правую ногу назад и проделайте то же с левой. 60 секунд максимум, 1 раз в день. Для расслабления можно поделать упражнение «Золотая рыбка». У Брайана была выявлена бомба замедленного действия. Двусторонний стеноз внутренней яремной вены. Благодаря упражнениям для осанки проблема была решена без операции. Упражнение Брайана для осанки. Брайан рекомендует представить, что тебя вытягивает к облакам веревка из твоей головы. Наткнулась на старую вырезку из газеты. Оказывается, секрет походки Мэрилин Монро в использовании этой техники, позаимствованной из книги «Думающее тело». Это нужно делать всегда. Со временем это входит в привычку. Еще хорошо для осанки стоя прислоняться к стене, чтобы пятки, ягодицы, лопатки и голова были прижаты к стене. И делать это при любой возможности. Как можно дольше стараться сохранять прямую осанку. Сидя, можно обхватить локти за спиной, чтобы выпрямиться. А стоя, можно сцепить руки в замок за спиной. Даже если у вас совсем мало времени, но если вы найдете 3 минуты в день на интенсивную физическую нагрузку, вы сократите риск смерти от всех заболеваний на 40%. Самое важное, что хочет донести до нас Брайан. Физическая активность сохраняет здоровье. А сейчас, в эпоху смартфонов, физической активности в нашей жизни все меньше и меньше. Даже дети. Много ли они двигаются? Учителя говорят, что на переменах спокойно. Все в телефонах. Но осанке и зрению грозит большая опасность. Да,
Я бы на первое место с первого по последний класс поставила физическую активность. Каждый день. Не урок. Просто интенсивная физическая активность. 20-25 минут. Что-то типа зумбы. Это танцевальное движение под ритмичную музыку? Легкая разминка, потом музыка такая, под которую ноги сами просятся в пляс. Программа подобрать по возрасту. Никаких оценок. Удобная обувь и легкая маечка. Подобрать движение так, чтобы было задействовано как можно больше мышц. Можно включить спортивные элементы. Давно внучке не было 3 лет. Мой муж, доведенный мной до белого коленя, вскочил с дивана и, подпрыгивая, как на ринге, стал наносить удары в воздух перед собой. Внучка неодобрительно смотрела некоторое время, а потом взмолилась. «Ну не надо танцевать!» Да, это еще и возможность выплеснуть эмоции. Видео с программой можно крутить на экране, в спортзале. Можно включать на переменках. А как же баскетбол, волейбол, гимнастика? Секции. Вообще детям надо дать те знания и умения, которые понадобятся в жизни. В школе нужно научить детей правильно ходить, сидеть, смотреть, чистить зубы, спать, питаться, поставить им осанку. Я помню, как-то давно я проходила медосмотр. Был там и лор. Это ухо, горло, нос. Не взглянув на меня, она взяла обходной лист, что-то долго писала и вернула мне. Первым пунктом я прочитала: научена правильному сморканию. А как? Ее ответ по-солдатски. Закрыть пальцем одну ноздрю и выстрелить из второй. Эти знания и умения – это профилактика сколиоза, кариеса, отитов, близорукости, гастритов и так далее. Бернард Лапало, проживший около 110 лет, следовал принципу, который можно перевести так: 1 минута профилактики может заменить годы лечения. Скажи, зачем нам учить иностранный язык сейчас, когда у всех есть смартфон? Там есть переводчик на все языки, и можно свободно общаться. Я думаю, лучше, чем после школьного курса. Английский можно оставить в курсе информатики. И то только письменный. Информационная технология базируется на английском. Никуда не денешься. А на 2-е место после физической активности я бы поставила изучение нашего тела и души. Пауло Коэльо в одной из книг есть: нет ничего более непостижимого для человека, чем он сам. Да, это точно. А между прочим, по нашему организму можно изучать все науки. Биология, физика. Например, мозг – это электростанция, сердце – насос, желудок – ядерный реактор холодного синтеза, уши и голос – акустика, оптика – глаза, физиология, которая изучает функции и процессы живых организмов, химия. В человеческом организме вся таблица Менделеева. Да, математика – особая история. Она нужна везде. Но сколько ее нужно школьникам? Большинству вряд ли придется оперировать комплексными числами, интегралами.
может быть, и тригонометрией. Литература, искусство – это способ познания человеком себя и мира. Нужно дать как можно больше. Евгения Онегина можно изучать с 1 по последний класс. Пусть дети чувствуют гармонию, поэзию, красоту языка. Пусть познают жизнь. Гениальный Смоктуновский читает Евгения Онегина за 5 часов. Эти 5 часов, в них все. Детство. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Погруженность Тани в свой мир. Она в семье своей родной казалась девочкой чужой. Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. Дитя сама в толпе детей играть и прыгать не хотела. Дружба Онегина с Ленским. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Влюбленность Тани. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь и дождалась. Я не больна, я, знаешь, няня, влюблена. Ее письмо Онегину. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. И отповедь Онегина. Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел. Разбитое сердце. Здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка, девственный покой, пропало все, что звук пустой, и меркнет милой Тани младость. Вещий сон Тани. Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож, и вмиг повержен Ленский. Ничтожный повод, приведший к дуэли. Чудак, попав на пир огромный, уж был сердит. Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? И то страшное и большое, что не позволило Онегину отказаться от ненужной ему дуэли. Но шепот, хохотня глупцов, и вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир. И вот на чем вертится мир. Дуэль и смерть. Убит. Сим страшным восклицанием сражен Онегин. Смерть. Убит. И мир ему закрыт, и нем. Так. Равнодушное забвение за гробом ожидает нас. Врагов, друзей, любовниц глаз вдруг молкнет. Про одно имение наследников сердитый хор заводит непристойный спор. Онегин после дуэли. Чужой для всех, ничем не связан. Я думал, вольность и покой — замена счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан.
Опять любовь, теперь Онегина к Татьяне. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Татьянин выбор. Я вас люблю. К чему лукавить? Но я другому отдана. Я буду век ему верна. И что нет счастливого конца, тоже жизнь, а не сказка или Голливуд. С интернетом нам открылся доступ ко многим достижениям искусства. Музыка, театр, балет, опера, кино – все доступно. Можно в классе на экране увидеть шедевры мирового искусства. В реальном времени посетить музеи, концерты известных исполнителей, изучить архитектурные тенденции и многое другое. Есть шедевры кино, которые хорошо бы показать подрастающему поколению. Мне бы хотелось, чтобы они непременно увидели «Летят журавли». Гамлет. Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя. Чучело. И в старших классах можно посмотреть «Доктор Джекил и мистер Хайд», где воочию видна битва между двумя волками внутри нас. Беатриса. А на прощание мы скажем: стремитесь ввысь к гармонии и телом, и душой. У вас есть самое бесценное на этой земле – жизнь.